не в виртуальном мире счастье-то. Вот оно, своими руками сделанное. Вытачивают на станках различные вещи, делают табуреты, что-то делают из металла. Я двоечники, ну, разглядяй. Но как ты их мотивируешь? Вот просто отложить свой телефон. Вытащить из этого виртуального мира. И ты смотришь в их глаза и понимаешь, что ты попал в эту точку. Как так не получилось ведь все. Говорят, мастерству учиться всегда пригодится. И эти слова точно про нашего сегодняшнего героя. Мы в гостях у Сергея Шангина, учителя технологии, автора YouTube-канала «Старший мастер» и просто очень творческого и талантливого человека. Как ему удается совмещать работу в школе, создание контента и, главное, мотивировать учеников заниматься техническим творчеством? Погнали разбираться! Я к вам сегодня зашла как раз в тот момент, когда вы вместе с учеником что-то мастерили. Расскажи, чем вы занимались и вообще, что вы сейчас с ребятами делаете? Предстоит Олимпиада по технологии, и я готовлю детей как раз на эту самую Олимпиаду. Надо сделать кучу проектов для того, чтобы участвовать в ней. То, что делали мы, это будет полка для обуви. Мальчишка разработал со своими родителями, а мы сейчас с ним делаем деревянные элементы, потом это все будем складывать, склеивать. Ну и я надеюсь, что мы успеем эту полку доделать до Олимпиады. Ну, крутые. Ты по образованию учитель технологии. Расскажи, во-первых, где ты работал до школы и почему получилось так, что к своей профессии ты пришел, ну, относительно недавно. В зрелом возрасте, да? Созрел. Созрел для профессии. Я закончил факультет индустриально-педагогического института, то есть я по профессии учитель труда по-старому, да, но я не стал работать изначально учителем труда, потому что, когда я закончил институт, развалился Советский Союз, стало все очень непросто, и мне предложили работу преподавателя информатики в колледже. Это было тогда новомодное направление начала 90-х годов. Я понял, что это перспективное, что это новое. Закончил дополнительные курсы, и 7 лет я преподавал компьютеризацию в колледже. Меня это тоже затянуло. Но тяга к мастерству, она никуда не ушла. Я все равно дома продолжал для себя что-то делать, что-то изобретать. Затем по ряду обстоятельств мне пришлось работать в другом месте. 15 лет я работал в службе занятости. И когда обстоятельства сложились так, что пришлось уйти, я перешел работать в училище старшим мастером. И за 3 года работы в училище я окунулся вот как раз в эту среду творчества. Я увидел, как дети вместе с мастерами вытачивают на станках различные вещи, делают табуреты, что-то делают из металла. Я ходил, и 3 года, пока я там работал, я наблюдал и как губка впитывал вот всю эту информацию. И опять же, ряд обстоятельств меня заставил сменить работу. И я пришел в школу, и я понял, наконец, что вот я в свои 48 лет начну сейчас заниматься тем, что мне по душе. Я погрузился, по сути дела, вот в эту среду, и вот уже 6-й год я из нее никак не могу выбраться. Меня затягивает меня сильнее и сильнее, вот и все. А что тебе больше всего нравится в твоей работе? Процесс просто действительно большой. Вы там сначала и чертежи создаете, потом мастерите, придумываете, там, защищаете проекты на Олимпиадах, да? То есть тут такой спектр работы, ну, большой. Там уборка тоже, может быть, входит в часть работы. Вот когда я делаю с детьми различные проекты, когда я мастерю, я все это снимаю на камеру, и все это можно видеть на моем YouTube-канале. Так вот, самое интересное, когда смонтируешь и просматриваешь, наблюдаешь за лицами детей. И видишь, как они меняются. Ты смотришь в их глаза и понимаешь, что ты попал в эту точку, что ты достиг того, что должен был достичь. Вот что самое классное. Удивительно. Я думала, знаешь, это будет какой-нибудь там рабочий процесс, это оказывается Нет. больше про эмоции получается. Нет. Ведь я же это делаю, ну, по сути дела, для детей, для того, чтобы они становились настоящими мужчинами. Результат, когда смотришь
Ты видишь, ты понимаешь, что да, ты попал вот туда, куда надо, что вот это получилось, что детям это интересно, что они, когда они стоят за станками сосредоточенно и что-то там точат, ну не передать. Ругаешь, думаешь, ну двоечники, ну разгильдяй, это не сделали, это вы не смогли. А потом смотришь, так нет, получилось ведь все. Вот. Мы склеиваем щит из деревянных делянок. Ну, все же из щитов делаются все же поделки. И наша задача вот из этих вот ламелек сделать один единый щит, а потом у Арсения будет проект, ну, как называется проект? Обувница. Да, полка для обуви, в общем. Это мой. Они с батей в автокаде сделали чертеж, рассчитано там на компьютере по уму. Наша задача просто воплотить его сейчас в жизни. Запах знакомый с детства. Каждый в детстве через этот клей проходил. Самый шик был какой? Намазать себе руку и дождаться, когда он высохнет, а потом отдирать пленку. Это было самым шиком и высшим пилотажем, да? Большинство детей через это прошли. И вот сейчас мы снова прикасаемся к этому клею ПВА. Ну что, давай, начинаем складывать. Сейчас, ну, такое поколение, так скажем, зумеров, которые больше любят посидеть в смартфонах, которым иногда бывает неинтересно просто делать что-то своими руками. Но как ты их мотивируешь? Вот просто отложить свой телефон и начать что-то делать и изучать? Я их пытаюсь вытащить из этого виртуального мира и доказать, что реальный гораздо интереснее. И когда они выходят, они и что-то делают своими руками, они вдруг видят, что не в виртуальном мире счастье-то, вот оно, своими руками сделано, его можно потрогать, пощупать. Ну, несите, говорю, домой. Покажите своим родителям, докажите, что вы что-то можете сами делать. Что они смотрят на канале эти фильмы, они щупают руками эти вещи, которые сделали дети, они понимают, что, оказывается, их ребятишки-то не потерянное поколение, они что-то могут. Вот. Давай мы для наших зрителей немножко проясним, с каким возрастом ты работаешь. С 5 по 8 класс. Как так получилось, что к тебе приходят ребята и постарше? Это их инициатива или Конечно, как? это их инициатива. Ну, просто-напросто ему это интересно. Он 3-й год подряд участвует в Олимпиаде по технологии. Он уже много чего сделал своими руками. И в этом году он пришел и сказал: я снова хочу участвовать, мне надо сделать проект, потому что меня это затягивает. Я люблю работать с деревом. Я говорю, конечно, давай. И мы с ним работаем. Постоянно кто-то придет, вот надо для своего самоката что-то, какую-то штучку сделать. Кто-то приходит, вот у меня дома у мамы ручка сломалась от мясорубки, можно ли выточить новую? Кто-то приходит, там вот мне надо для бабушки сделать подставку для телефона. И постоянно так, постоянно вот эта вот круговерть, дети приходят и что-то им надо смастерить. Вот мы с ними мастерим. Можешь вспомнить какой-нибудь самый классный проект, который вы делали, который тебе прям запомнился сейчас как такой пример действительно усердной работы, классного результата, который вы получили? Это было 2 года назад. Ученик 8 класса решил сделать поднос на колесиках. Мы этот проект с ним делали больше месяца. Мы вытачивали все элементы, мы все это продумывали. И вот он настолько увлекся, что все технические моменты, вот, допустим, когда надо что-то делать на станках, я обычно делаю сам, а дети выполняют более простые вещи. Он посмотрел и говорит, я тоже хочу. И тоже я его научил, он у меня и фрезеровал, и сверлил, и что-то вот все своими руками делал, настолько вот затянуло. А потом он этот проект представлял и на Олимпиаде, он стал призером, и на областном конкурсе «Вятский левша». Он там занял с этим проектом 2-е место в области. Вот. Кстати, знаешь, я вот тут посмотрела комментарии под твоими видео, и вот что интересного я нашла. Пишут, приятно наблюдать за тем, как современные дети работают ручками, да еще с таким энтузиазмом. Главный фактор такого успеха, несомненно, сам педагог. Где же сейчас такие педагоги? Как ты думаешь, где же сейчас такие педагоги? Я думаю, что такие педагоги есть, и их немало, потому что я общаюсь со своими коллегами по цеху, такими же, как я.
И они тоже работают, стараются, и я думаю, что добиваются даже больших успехов, чем я. Ты занимаешься разными направлениями технического творчества, и слесарное, и токарное, и можно еще много чего перечислять. Что из вот всех этих направлений тебе интереснее всего, и в чем ты прям себя чувствуешь вот мастером на твердую пятерку? Я очень люблю работать с деревом. С детства мне нравится, потому что дерево материал теплый, работаешь, он пахнет. Металл, конечно, тоже интересно, но вот дерево – это вот мое самое любимое занятие. Ты уже много занимаешься деревообработкой. Какое самое классное изделие изготовил когда-то ты? Я делал барные табуреты из клена и ясеня. И для того, чтобы их изготовить, мне пришлось очень долго теоретически готовиться, то есть делать чертежи, разрабатывать, чтобы все у меня получилось. И вот в результате всех моих идей и замыслов появился целый комплект замечательных икеевских табуретов. Опа! Но вот ты еще снимаешь на YouTube параллельно, да? То есть вы с ребятами что-то создаете, об этом выходит ролик, короткий, длинный. Во-первых, когда ты находишь время, чтобы это все снимать, ну и потом, конечно, время на монтаж, в том числе публикацию. Расскажи, ты работаешь над этим сам или у тебя там есть команда, кто тоже монтирует, публикует твой контент? Я делаю все сам, работаю вечерами и в выходные дни. Процесс постоянный. Все делаю сам. Дети сегодня говорят: ну, мы будем заниматься в мастерской своим младшим братьям и сестрам. У Сергея Петровича и младшие братья и сестры отвечают: это что, у того ютубера-то вы будете заниматься? Реальная история сегодня. Пример того, что о творчестве и проектах твоих знают не только те, кто с тобой занимается, а те, кто смотрит и находит твои ролики в интернете. Знаешь, какие это может быть моменты, когда там ребята что-то не хотят делать, там не слушаются, да, или ты чувствуешь, что ну как-то уже устал. Что тебя мотивирует не сдаваться в такие моменты и все равно продолжать что-то создавать и творить? Я, когда вижу детей, которые ленятся там или что-то не хотят делать, или, допустим, балуются, я вспоминаю свое детство и понимаю, что в моем возрасте и такие тоже были, они никуда не делись, не изменилось ничего. И я говорю себе: продолжай, работай. Так было всегда, это же дети. Поэтому не сдавайтесь и двигайтесь вперед. Если ребенок создает что-то своими руками, во-первых, это изделие должно обладать элементами полезности, а во-вторых, новизны. Ну, пусть новизны для самого ребенка, потому что, скажем, велосипед-то уже изобрели давно, но он его сделал своими руками, условно говоря, то есть для него это новизна. Если он изготовил какую-то поделку из дерева, ну да, он сам ее сделал, он радуется, он несет родителям, показывает: вот, я никогда не делал, вот я ее сделал, она полезная. И поэтому вот я всегда придерживаюсь такого принципа: полезность, новизна. Говорят, велосипед уже изобретен, его нечего изобретать еще раз, но здесь получается совсем другая история. Нужно самому учиться изобретать велосипед и делать его лучше, чем он был создан до этого. Да. Модернизировать его. И, может быть, ты можешь сказать какое-нибудь напутствие тем, кто только планирует этим заниматься, чтобы они тебя услышали и поняли, что нужно развиваться, нужно двигаться дальше? Не думайте, что вот вы возьмете что-то и сразу сходу вы начнете творить замечательные шедевры. Надо очень много стараться и работать. Работать постоянно, работать над собой, работать по изучению каких-то теоретических основ, тонкостей, о которых мы порой даже не догадываемся. И шаг за шагом ваши изделия и ваши работы будут все интересней, качественней и гораздо затейливей. И вот так вот вы постепенно становитесь из подмастерья мастером. Вот, наверное, и все. И не бросайте. Даже если вот что-то не получается,
начинаешь злиться, думаешь, да, брошу, все, больше не буду заниматься. Походишь, чайку попьешь, отдохнешь, подумаешь, зайдешь на этот же YouTube, посмотришь, как другие мастера пытаются реализовать эти же. Вот ведь как надо было сделать-то, все было гораздо проще. И возвращаешься и начинаешь снова, и получается. Поэтому не сдавайтесь и двигайтесь вперед.